Всем привет! Сегодня я хотел бы рассказать о том, как живут американцы. Некоторые факты вас сильно удивят. Живут в трейлерах, следят за соседями, не стирают грязное белье в собственных квартирах. Что еще мы знаем про жизнь типичного американца? Несмотря на то, что я живу в Америке уже несколько лет, до сих пор продолжаю удивляться некоторым особенностям. А для начала позвольте представиться. Меня зовут Андрей Солодов. Я аккредитованный иммиграционный представитель, город Форт Лодердейл, штат Флорида. Для начала расскажу про особенности жилья в Америке. Крупный город США устроен по принципу двух зон. Деловой центр с многоэтажной застройкой и спальная периферия с низкой плотностью населения. На этом фото Лос-Анджелеса хорошо видно, что центр города занимает относительно небольшую площадь. Основная часть – это спальные районы, состоящие из частных домов и небольших апарт-комплексов. Расскажу подробнее о таких комплексах. Выглядят они примерно так, как на этом фото. Такое жилье обходится гораздо дешевле, чем собственный дом. В хорошем комплексе есть бассейн, если позволяет климат, и так называемый club rooms – помещение, в котором можно собраться, чтобы отметить какое-то событие и не мешать при этом остальным жильцам. Почти всегда включено парковочное место для жильца и место в подземном гараже. Дома и апартаменты в Штатах чаще сдаются без мебели. Когда вы переезжаете, надо либо покупать свою мебель, либо перевезти свою. В апартаментах для сдачи будут только необходимая бытовая техника, такая как плита, вытяжка, посудомойка, микроволновка, холодильник, кондиционер. И если вы счастливчик, то стиральная машина и машина для сушки белья. Внутри дома нет шкафов. Вместо этого в домах гардеробные, специальные комнатки для вещей и одежды. Количество комнат измеряется спальнями. В Штатах считается, что в спальнях надо только спать. Для всего остального есть гостиная. То есть, когда вы снимаете квартиру с одной спальней, это значит, что комнат на самом деле будет две. Американцы сильно удивляются, когда рассказываешь им, что в России квартира с одной комнатой – это реально квартира с одной комнатой. Кухня может быть совмещена с гостиной в одном пространстве. В апартаментах можно задать индивидуальную температуру с помощью термостатов. Отопление оплачивается индивидуально. Чем больше используешь газ или свет, тем больше платишь. Можно купить умные термостаты, которые будут экономить деньги, выключая отопление, когда дома никого нет. У комплексов есть свои правила. Например, на балконах нельзя складировать вещи, нельзя вешать шторы в ярких цветах и так далее. Америка больше не одноэтажная. Термин «одноэтажная Америка» в обиход ввели Илья Ильф и Евгений Петров, написав одноименную книгу. Сейчас под одноэтажной Америкой подразумевается частный сектор. По разным данным, около 70% населения страны живет в домах. Однако, вопреки устойчивому выражению, большинство из них имеет два этажа. Многоквартирный дом могут не пустить животными. В Америке тоже есть аналог привычного нам ТСЖ. Он называется Ассоциация собственников или что-то наподобие. В нее может входить отдельный многоквартирный дом, несколько рядом стоящих зданий или комплекс таунхаусов. Вы можете выбрать, в каком доме жить, который обслуживает такая организация или без ее участия. Но, как правило, в первом варианте больше преимуществ, более развитая структура и так далее. Именно такая ассоциация следит за порядком, чистотой, уборкой помещений, ремонтом, предоставлением бесплатного парковочного места, а иногда даже организацией праздников. Но за комфорт надо платить. Жители такого комплекса обязаны платить ежегодные взносы. Вне зависимости от того, пользуются ли они общим имуществом или нет. Это бассейн, теннисный корт, парковка. Также вам могут не дать возможность менять внешний вид жилья или земли вокруг него. Любые изменения вы обязаны согласовать, иначе будет штраф, в некоторых случаях повестка в суд. Вы в Америке и должны к этому привыкнуть. Штрафные санкции могут также ждать тех, кто вовремя не забрал с улицы очищенный мусорный бак или не постриг газон. Иногда в таких комплексах могут запретить домашних питомцев. Даже если содержать питомцев можно, могут быть условия по их количеству или весу на каждого из них. Иногда это могут быть определенные породы питомцев. Звучит глупо, но это факт. Еще одна странная особенность – вы должны будете заплатить взнос за рассмотрение кандидата на жилье. Причем вашу заявку могут легко отклонить, но вы все равно заплатите за нее. Обычно сумма составляет от 100 до 200 долларов. Тем самым ассоциация проверяет биографию человека, криминальные дела, чтобы убедиться в его платежеспособности и отсутствии судимости. Жить в трейлерах не стыдно. Примерно 20-25 миллионов американцев живет в трейлерах. Некоторые из них в ужасном состоянии. Такие часто показывают в голливудских фильмах, делая акцент на бедности населения. Но большинство из современных трейлеров – это шикарное современное жилье со всеми удобствами и подведенными коммуникациями. Электричество, газ, вода, канализация. А иногда даже можно встретить трейлер со спальней, кухней и отдельным санузлом. Сколько стоит такой дом на колесах? Самые бюджетные варианты – пару тысяч долларов, более элитные со всеми удобствами – десятки, а то и сотни тысяч долларов. Многие американцы, особенно молодежь, не только не против жизни в трейлере, но и романтизируют ее. Они часто планируют после нескольких лет офисной работы уехать в бессрочное путешествие по стране.
Другие же снимают колеса и превращают автодом в постоянное жилище. Из таких вырастают маленькие коммуны, небольшие поселки и даже целые города. Соседи следят за порядком в районе не хуже полиции. Когда вы заезжаете в новый дом, вас обязательно ждет знакомство с новыми соседями. Причем, даже если вы сами постараетесь этого избежать, к вам придут с пирогом или с печеньем. Здесь так принято. Визиты к новым соседям – это дань вежливости и традиции, а также стремление узнать о новичке побольше. Американцы не любят, когда нарушают устоявшийся уклад их жизни, что может сделать новый сосед. Поэтому стараются заранее узнать, где он работает, с кем дружит, чем увлекается. Но не расслабляйтесь. В Америке сосед – это не только дружелюбный друг, но еще и строгий надзорщик. Здесь в Штатах зародилось такое явление, как соседский дозор. Они не имеют права предпринимать никаких действий по задержанию или наказанию нарушителей, но могут легко донести на вас полицию. Типичная кухня в американском доме. Это пространство совмещенной кухни и гостиной, занимающее весь первый этаж. Попадает туда сразу при входе в дом. Прихожей как таковой здесь нет. Отсюда же на второй этаж к спальням ведет лестница. В квартирах кухонная зона тоже чаще всего плавно перетекает в гостиную. Поэтому обязательным ее атрибутом является мощная вытяжка. Вообще американцы очень любят обустраивать кухню техникой. Посудомоечная машина, кофеварка, тостер, большой холодильник, иногда два, блендер, морозильная камера, микроволновая печь, соковыжималка и так далее. На американских кухнях масса шкафчиков. Считается, что все, что можно спрятать, нужно спрятать. Раковину местные дизайнеры любят устанавливать у окна. У этой традиции есть свое историческое объяснение. Так хозяйка, не отвлекаясь от домашних дел, могла наблюдать за детьми, играющими на заднем дворе. Кстати, раковины американцы любят огромные. Они раза в 2 шире и раза в 3 глубже, чем те, которые установлены на кухне в России или в других странах СНГ. При желании в них можно искупать ребенка или небольшое животное. Обои в них почете, вместо них на стенах краска. Обои для среднестатистического американского жилья – редкость. Делается это все чисто ради экономии. Так как жилье в Америке значительно больше по площади, чем, например, в России, американцы считают, что краска более практична и долговечна. Она более современна, чем бумажные обои. Пододеяльниками не пользуются, одеяло кладется сверху простыни. Удивительно, но американцы в большинстве своем не пользуются пододеяльниками. В американских магазинах можно найти комплекты с наволочками и 3 простынями. На самую плотную из них крепят липучки или пуговицы, чтобы закрепить одеяло. Стирают в прачечных. В американских квартирах крайне редко можно встретить стиральную машину. Их установка запрещена во многих многоквартирных домах. На цокольных этажах многоэтажек зачастую есть своя прачечная, поэтому жителям достаточно спуститься вниз на лифте для того, чтобы постирать вещи. В остальных случаях грязное белье несут в ландоматы. Жители частных домов повезло больше. Им никаких запретов на установку стиральной и сушильной машины не ставят. Отсутствие центрального отопления. Многоэтажки оборудованы собственными котельными, а тепло в частных домах поддерживают с помощью электрических приборов, каминов, потолочных электрических панелей и газовых воздухонагревателей. Дома ходят в уличной обуви. Американцы ходят по дому в той же обуви, что на улице. Этому факту мы с вами уже не удивляемся, так как постоянно видим это в голливудских фильмах. Человек с улицы может спокойно пройти в спальню и лечь спать прямо в ботинках. Почему американцы так делают? Есть несколько причин. Первое – это улицы не просто поливают водой, а их моют специальными шампунями. Второе – тротуары находятся на несколько сантиметров выше проезжей части, благодаря чему на ботинках не скапливается грязь и пыль с дороги. Третье – напольное покрытие в домах, как правило, легкомоющееся. И четвертое – большинство американцев самостоятельно не убираются. Для этого есть клининг. Душ без шланга. Американский душ не похож на российский. Его нельзя снять, потому что он монтирован в стену. Для американцев это норма. А вот приезжие на первых порах долго не могут привыкнуть к тому, что принять душ и не намочить голову практически нереально. Поэтому часто они меняют эту систему на европейскую сантехнику. Но это не единственная сложность, связанная с душем в американской ванне. Здесь нужно привыкнуть к тому, что напор и температура воды регулируются одной ручкой. То есть, чем сильнее бьет струя воды, тем выше ее температура. На этом сегодня все. Благодарю за просмотр. Что вас больше всего удивило в США? Пишите в комментариях. В следующих роликах я планирую рассказать все про то, как получить визу в Штаты, в каких городах лучше всего жить и какие стоит избегать. Сколько зарабатывают американцы, как устроиться на работу в США и многое другое. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. До новых встреч!